Всем доброго времени суток. Наконец дошли руки до изготовления панели управления стрелками. Небольшое видео о том, как делается индикация от DCC шины, я уже делал. В этом видео чуть позже я схему тоже подробно покажу. Значит, есть у меня уже вот такая заготовка сделанная, коробка, в которой я буду все это размещать. Значит, сделана она из рейки 10 на 40 мм. На дне 6-миллиметровая фанера и сделаны вот такие углы из 12-миллиметровой фанеры для того, чтобы можно было закрепить под углом на самом макете. Сама панель я буду делать из оргстекла. Значит, для этого я нанесу схему на нее и просто с обратной стороны закрашу. Значит, для нанесения схемы я уже подготовил в зеркальном отображении, вот, собственно говоря, схему саму. Использовать я буду вот такой 6-миллиметровый скотч от Tamiya. То есть по этой схеме я просто наклею скотч и потом закрашу сначала фон, потом сниму ленту и закрашу основными цветами. Значит, переключаться стрелочки у меня будут при помощи вот такой панельки. Это NCE Mini Panel. Значит, она позволяет подключить до 20 кнопок, обычных кнопок вот такого плана. То есть кнопочка, работающая просто на нажатие. И при нажатии на кнопку можно запрограммировать до 4 команд в DCC шину. Поскольку я использую маршруты, запрограммированные на самих декодерах, серводекодерах, Model Depot Servo Motion, то мне достаточно, в принципе, одной команды. Значит, использовать я буду для индикации вот светодиоды 5-миллиметровые, вот такие. Это двухцветные светодиоды биполярные, то есть у них всего две ножки. И в зависимости от того, какая полярность подана, он светится либо красным, либо зеленым цветом. Вот. Также в схеме будут использовать диоды обычные, там 4001, наверное, и резисторы понадобятся. Для подключения я буду использовать вот такой кабель на 25 проводов. Значит, я купил готовые кабели, а не разъемы. Чтобы лишний раз не паять, я просто отрежу хвостик нужной длины и поставлю его разъем. И здесь распаяю внутри, а соответственно оставшуюся часть я буду подключать уже к макету. Вот вкратце все, и приступаю я к нанесению, собственно говоря, самой схемы, ну, вернее, маскировочной ленты на оргстекло. Итак, приступим к нанесению маскировочной ленты. Значит, я уже снял защитный слой с одной стороны стекла. Значит, у оргстекла у него защитная пленка нанесена с двух сторон. С одной стороны она светлая, а с другой стороны темная. Вот я снял темную, чтобы лучше было видно мне. Соответственно, выравниваю я его на своей заготовке. Значит, заготовка это сделана в зеркальном отображении, поскольку закрашиваться у меня будет как раз верхняя сейчас сторона, и, соответственно, вот эта сторона будет рабочая, она перевернется и вместе со схемой. Здесь особая точность она не нужна, но желательно все-таки более-менее ровно делать, чтобы смотрелось это, финальный результат смотрелся красиво. Итак, вот я закончил наклеивание маскировочной ленты, то есть схема она будет вот такая. Теперь, прежде чем
приступить к покраске. Вы видите здесь на схеме у меня еще обозначены места установки кнопок и светодиодов. Я сейчас перенесу аккуратно эти места карандашом на ленту и сделаю небольшие отметки, где я буду потом сверлить. Значит, я буду использовать обычное ручное сверло и сверло там небольшого какого-то диаметра, просто для того, чтобы сделать эти пометочки. Но для начала я сделаю разметку при помощи карандаша. Итак, вот закрасил я фон с обратной стороны. Так все это выглядит. И теперь я начинаю удалять маскировочную ленту для того, чтобы потом закрасить краской уже непосредственно сами линии. Вот что на данном этапе у нас получилось. И теперь я буду закрашивать серым цветом вот эти линии. Итак, вот закончил я окраску с обратной стороны. Покрасил я в серебристый цвет. И вот что у меня получилось с лицевой стороны. Теперь я буду сверлить отверстия. И сверлить я их буду вот таким раритетом, ручной дрелью. Для чего? Для того, чтобы пластик не расплавился во время сверления. Нужно сверлить на очень маленькой скорости. Итак, приступим к процессу сверления. Значит, сверлить я начинаю с наружной стороны. И значит, сверлить я буду вообще руками, проворачивая патрон. Сильный нажим делать не надо, так чтобы стружечка вот равномерно выходила такой цельной полоской. И до конца я не просверливаю. Просверливаю до тех пор, пока кончик сверла не выйдет с обратной стороны. И после этого я переворачиваю панель и сверлю с обратной стороны. Совсем с легким нажимом. И делается это для того, чтобы избежать сколов. Вот такое у меня отверстие получилось. И вот таким образом здесь будет стоять светодиод на панели. Итак, вот я уже все отверстия просверлил, установил практически все светодиоды, оставил только пару штук, чтобы показать, и также установил уже все кнопки. Для меня сейчас не важно, где какой цвет у светодиода. Для меня важно одно, то что они должны подключаться последовательно, при этом на одном гореть красный, на другом зеленый. Соответственно, мне нужно у светодиодов будет спаивать вместе одинаковые выходы. Вот я длинные выходы буду спаивать вместе. Светодиоды я буду вставлять вот не просто в отверстие, а буду их приклеивать. Вот на такой прозрачный клей от Microscale. Вот. И для этого просто кисточкой нанесу немного клея
на сам светодиод. И после этого вставляю его в отверстие, так, чтобы на соседних светодиодах вот длинные выводы у меня оказались вместе. Почему я не мажу отверстие? Потому что если намазать отверстие, когда мы будем вставлять светодиод, он за собой утянет этот клей. Он хоть и прозрачный, и можно вытереть, но зачем эти лишние телодвижения, когда можно сделать сразу аккуратно. Вот, все, вклеил я светодиоды все. И вот такой вид приобретает панель. Вот будет такой у нее вид. И теперь, после того, как они высохнут, я их буду припаивать диоды, резисторы и дальше уже спаивать саму электрическую схему. Теперь на следующем этапе нужно определить, каким выводом подпаивать крестовину и каким выводом подпаивать сопротивление с диодами. У меня получилось то, что зеленые светодиоды, они расположены анодами в разные стороны и катодами соединены. И вот эта точка соединения с крестовиной, соответственно, я буду рассчитывать таким образом, чтобы вот этот светодиод горел зеленым у меня в том положении, в котором я сейчас буду подключать. Для этого вот у меня две шины, соответственно, красный провод, он идет на катод диода, и через него будет гореть здесь красный, здесь зеленый. Получается таким образом, что если на крестовине присутствует сигнал с черного провода, то, соответственно, с красной шины сигнал вот так проходит, здесь зажигается красный, здесь зеленый. И мне нужно найти теперь, вот в какое место стрелки ставится этот диод. Поскольку они у меня стоят, соответственно, у меня будет просто определен, который из них будет вот этим, из двух уже впаянных. Итак, еще раз. Вот этот провод припаивается к крестовине. Вот этот должен припаяться. Общая шина красная, она идет у меня вот в данной схеме на нижней рельсе, везде припаяна. Соответственно, мне нужно найти такое положение стрелки, в котором, будучи запитанной от красного, будет гореть зеленый в направлении движения. Ну, например, вот рассмотрим вот эту стрелку. Если у нас вот это идет красный провод шины, соответственно, на крестовине у меня в настоящий момент должен находиться провод верхний черный. Значит, остряк у меня должен быть замкнут вот в этой точке. И стрелка идет вот в этом направлении. Значит, зеленый светодиод, зеленым горит вот эта точка. И согласно моей схеме, это вот этот светодиод HL2. То есть я вот здесь подписываю, что вот это HL2 у меня. Берем следующую стрелку. Красный провод. Соответственно, здесь, если черный, крестовина замкнута, остряки замкнуты на вот этот опорный рельс. И стрелка идет в направлении прямо. Значит, HL2 диод у меня вот в этой точке находится. И так далее. Я сейчас распишу все, где у меня находится вот этот светодиод HL2. И потом отмечу уже на самой панели, какой из светодиодов у меня будет припаиваться к крестовине. Итак, перенес я точки, в которых стоят светодиоды, которые должны подключаться к крестовине, на схему, и отметил уже на обратной стороне лицевой панели. Чего и следовало ожидать, они все ближние ко мне в данном случае. Ну что ж, теперь возьму паяльник и буду паять.
собственно, сами светодиоды и также кнопки. С кнопками все просто. У них по одному контакту они будут соединены все по кругу в общий контакт. И дальше от каждого будет идти отдельный провод. И, соответственно, светодиоды к крестовине, они будут подпаяны вот к проводам от разъема, который будет дальше к макету подключаться. И кнопки будут подключаться к разъемам от мини-панел. Она уже установлена. Вот здесь с торца разъемы для подключения к шине. И в конечном счете, когда все это закроется, вот таким образом будет панель выглядеть. Фотографию сейчас вы видите на экране, как она в собранном виде, эта панель выглядит. Ну что ж, беру в руки паяльник и начинаю паять. На данном этапе я спаял одну линию диодов и резисторов, которая будет подключаться у меня к черной шине, черному проводу DCC шины, и зафиксировал при помощи каптона. И теперь поверх этой линии я буду паять линию, которая будет подключаться к красному проводу. Итак, спаял второй ряд параллельно первому. И теперь для того, чтобы избежать каких-либо замыканий в процессе, я зафиксирую там, где это возможно, с помощью термопистолета элементы так, чтобы провода нигде у меня не замкнули. Итак, термоклей застыл. Я уже припаял общий провод ко всем кнопкам. Теперь я буду паять непосредственно кнопки, укладывать провода и сразу подключать к разъемам мини-панел. И после этого от разъема я припаяю провода уже непосредственно к светодиодам. Ну что ж, вот я распаял проводку к мини-панел и также подпаял светодиоды к разъему. Теперь закрываю панель и буду подключать ее к макету. Для крепления пульта я сделал вот такие вот петли, утопил их вовнутрь. Для чего? Потому что вот эта стена, она при сборке в овал, она будет стыковаться с стеной вот этого модуля. Соответственно, чтобы петли не мешали их стыковать, я их утопил вовнутрь. На самом пульте здесь вкручены саморезы, при помощи которых пульт, в общем-то, и крепится. Они сделаны с двух сторон, с одной и с второй, для того, чтобы модуль можно было навесить как с этой стороны, так и с противоположной, соответственно, перевернув. То есть вот с этой стороны модуль будет навешиваться вот под этим углом, и, соответственно, с противоположной он будет навешиваться вот таким вот образом. То есть навешивается он просто, вставляются саморезы в петельки. И вот таким вот образом модуль закреплен. Подключается, значит, у него шина. И снизу подключается вот разъем к тому разъему, который мы делали на первоначальном этапе. Вот таким образом. Вот пульт готов к работе. Хорошо видна индикация. Сейчас у меня маршрут проходит по прямой. Я хочу, допустим, перестроить его вот через этот путь. Я нажимаю кнопочку и, соответственно, видно, как светодиоды загорелись по новому маршруту. Ну, еще для примера построим маршрут вот на этот боковой путь. Нажимаю кнопочку, видите,
точно так же светодиодики загорелись по этому маршруту. Вот таким образом работает мой пульт, индикация, переключение стрелок. Надеюсь, информация кому-то пригодится. Спасибо, что смотрели. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.